Привет. Polestar 2, да? Polestar 2. А вот там вот вы видите камера? И она, наверное, видит меня, да? Привет, привет. Короче, ребят, OEM камера для Polestar 2 с AliExpress. Настолько все круто делается, настолько все круто. Покажи, пожалуйста. Пойди покажи, насколько все круто инсталируется. Она прямо становится пин-ту-пин. Имеется в виду, что вам не нужны специальные СТО, вам не нужен специальный автоэлектрик. Она прямо вставляется в пины питания вашего Polestar. Вы разобрали, поставили, включили, все работает. Давайте мы сейчас перейдем, посмотрим, сколько стоит, где продается, потом распакуем, протестируем, установим и, конечно же, покатаемся, посмотрим на качество видео. Стоит это вообще недорого, а вы подписывайтесь, нажимайте колокольчик и ссылки на него в описании под видео. А еще у нас есть там ссылка на AliExpress портал, где есть классные купоны для скидок. Переходим. Так, теперь распаковочка. Давайте так, смотрите. Здесь у нас уплотнители. Все очень классно. У нас есть тулсы для разборки, так называемые инструментики. Вот у нас основной инструмент для разборки. Сразу кладем. Есть картридер. Да ладно. Есть у нас microSD карточка на 32 гига. И сама по себе камера. Так. А ну-ка, смотрим. О! Вот так вот она выглядит. Она пин-ту-пин. То есть, грубо говоря, она устанавливается прямо в панельку. С той стороны лучше брать. Прямо в панельку. Это мы сейчас с вами и проделаем. То есть у нее есть здесь пленочка. Ее надо будет обязательно снять. Разъем для TF-карты. Есть кнопка сделать фото. Есть кнопка включения-выключения. Я так понимаю, микрофоны. Также у нас здесь есть кабели. Они OEM вольвовские, кстати. Чтобы вы понимали. То есть это вольвовские пины. Здесь. Да, все. Так, давайте устанавливать. Камера Volvo Polestar 2 от 2020 года. При этом эта камера, она OEM и просто-напросто вставляется, вот просто замонтировалась. Но сам по себе монтаж мы сейчас рассмотрим. И при этом она продается, вот я сразу говорю, что вот берите сразу с карточкой, либо 64, либо 128, карточки приходят нормальные. И берите 2К минимум. Можно брать 4К, но у 4К, как всегда, нагрев больше. Есть вариант с задней камерой, но это вот эта вот мелкая фигня, которая потом надо куда-то вкручивать. Я использую только переднюю, а сзади у меня по принципу, кто въехал, тот попал, короче, вот таким вот образом. По цене все понятно. Давайте посмотрим на основные хайлайты, которые заявляет у нас производитель. Ну, они, видите, как всегда, по максимуму 4К Dashcam 2160, это у них образно, как они, видите, показывают, это у них сгенерировано. OEM Look, F1, ну, 1.6 апертура. HD Night Vision, давайте мы не будем с вами преувеличивать, конечно же, Plug and Play согласен, Loop Record тоже сейчас рассмотрим приложение, и вот так вот оно ставится до и после, и практически вас ни на блокпосту, нигде полиция снять его не может, потому что это OEM встроенный, скажем так, устройство, по-русски так сказать будет легче. Ну, по качеству видео мы с вами, конечно же, сейчас, когда покатаемся, посмотрим, но здесь не надо его включать ни в Fusebox Power, да, допустим, ни в OBD Power, он работает конкретно от питания сети автомобиля, и есть приложение, которое можно скачать по QR-коду. Там стоит Sony камера, в принципе, Sony UHD Lens, хотя не думаю, что это камера, это, знаете что, скорее всего, вот, маркетингово очень обыграли Sony UHD Lens. Это линзы, но камеры обычно говорят, что именно камеры. Ну, варианты с дуал камерами я не рассматриваю, мне задняя не нравится, как она работает. Очень классно, что есть WDR, G-сенсор, не знаю, как его нормально настроить, то есть отдельной настройки нет, если он работает, то очень хорошо. Ну и у нас есть Loop Recording, в принципе, ссылку закину в описание, а мы пошли с вами устанавливать и тестировать. Ну все, друзья, мы установили камеру. Посмотрите, как она стала. Четко OEM камера. Четко на своем месте. И мало того, мы настроили приложение. Вот наша камера. Приложение называется, смотрите, сейчас, Video Dashcam Viewer. Ну, все это вы уже увидели в описании под видео по ссылке. Давайте открываем.
И она, вот она. Вот она, красавичка. Она пишет конкретно, там коробка можно убрать, сейчас уберем. Она пишет конкретно с широким углом. У нас есть, смотрите, в настройках камеры, давайте посмотрим, параметры циклической записи, 3 минуты, 1 минута, либо 5 минут. У нас есть звук загрузки, скорость записи, слушайте, таймлапс камер, этот, и можно таймлапсы писать, длительность записи. Слушайте, вообще, ну включить, можно таймлапсы писать, да ладно. Прикольно, ладно. И, в принципе, тут больше ничего нету. Есть качество видео 2К, либо 1080p. Ну, оригиналы вы потом посмотрите, сейчас поедем кататься. Дальше, что это у нас? Это у нас скорость... Да ладно, она скорость меряет. Ух ты, прикол. Слушайте, прям вообще интересная топ вещь. Ух ты, да ладно, оно еще и определило наше местоположение. Это прям четко. Можно развернуть на весь экран, посмотреть. Сейчас, я думаю, нам надо ехать кататься, да? А потом уже делать выводы. Ну, потому что это прям вот топчик получился. То есть у нас OEM камера, по факту, OEM видеокамера, встроенная в Polestar, которая просто встроилась в панель. Еще и с диффузорами охлаждения. Прям очень-очень неплохо. И вот в таком режиме мы можем с вами еще делать фотографии. Смотрите. То есть мы там раз. И посмотреть сами по себе файлы камеры. То есть у нас, да, вход поддерживается для воспроизведения. Все, разрешить ко всем файлам. То есть мы можем посмотреть. Но я думаю, нам нужно с вами сейчас действительно поехать покататься. У нас есть еще G-сенсор, то есть незащищенные записи. Все, едем кататься, потом будем делать выводы и уже посмотрим на качество. Так, смотрите, мы поехали ехать. Вот эта вот задержка передачи, это из-за самого Wi-Fi, который, допустим, у нас включен, да, через эту камеру. То есть само по себе видео мы вам вставляем отдельным каким-то файлом. Давайте сейчас оценим, насколько видно хорошо номера. То есть мы можем приблизить, увидеть с вами. То есть читаемо, нечитаемо. В принципе, я вам скажу, мне до умопомрачения нравится такой формат. То есть у меня получилась OEM камера, которые у меня не будут, в принципе, заставлять снимать, потому что эта камера модельная, она у нас встроена в машину, ее снять невозможно, то есть эта камера модельная, и она не снимаемая, она не люфтит, смотрите, какое качество, достаточно прикольное, она не люфтит, классно работает. Слушайте, очень даже классная тема. Я в описании под видео закинул вам ссылку на оригиналы вот этих вот записей. Снимай эту дорогу, туда, понял. Вот этих вот записей, и вы сможете это оценить. Ну, давайте уже доедем куда-нибудь, покатаемся и сделаем выводы. Ну что, классно? Классно. Неплохо. Вообще камера вообще топ. Мне нравится, я вам сразу говорю, мне нравится ее качество исполнения, ее вот именно то, что это под OEM все, и меня не будут заставлять ее снимать, допустим, та же самая полиция на блокпостах и тому подобное. Рекомендую. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.